Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео я хочу рассказать, как любой из вас может нарисовать такой глаз. Для начала рекомендую посмотреть предыдущее видео, ссылочка будет в описании, где я в ускоренном виде показываю, как происходит весь процесс. То есть вы увидите все это, скажем так, в сжатом виде, и у вас будет понимание, как это происходит от начала до конца. А сейчас я хотел бы погрузиться в детали и, по сути, рассказать вам, как происходит весь процесс. Итак, он состоит из двух частей. То есть, по сути, это построение, линейный рисунок и раскрашивание. О построении скажу буквально пару слов. Сделал я его на глаз, провел одно небольшое измерение. Сначала нарисовал я зрачок, и от него уже там парочку каких-то моментов я измерил, и все. Дальше я уже просто рисовал абсолютно на глаз. Как это сделать, как рисовать линейный рисунок, делать построение, можно так сказать, даже не проводя никаких измерений, используя только лишь глазомер. Вы можете посмотреть, у меня есть по этому поводу очень интересное видео, где я рисовал лошадку. Ссылочку оставлю в описании. Ну вот и начинается процесс раскрашивания. Сейчас я смахнул всякие там катушки, которые остались после ластика. Не дай бог они у нас попадут в кисточку и где-нибудь нарисуют там, где мы не запланировали. Собственно, процесс раскрашивания такой не быстрый, поэтому кто-то просил в комментариях, пожалуйста, можно не ускоренное видео рисования этого глаза. Но совсем не ускоренно, к сожалению, я не смогу, потому что видите, как это все медленно происходит. Такая скорость, я думаю, в самый раз. Мне кажется, и для восприятия вполне подходит, и мне будет удобно комментировать то, что я делаю. Итак, раскрашивать мы будем в технике сухой кисти. Что это такое? Для тех, кто недавно на канале, поясняю. Это масляная краска, сажа газовая, ну если брать черный цвет, растертая на фактурной поверхности акварельной бумаги. Все это можно делать, конечно, и графитовым карандашом, но графит, как вы знаете, он не такой черный, как черная масляная краска сажа газовая. Поэтому такой контрастности вы, к сожалению, там не добьетесь. Можно использовать угольный карандаш, но, к сожалению, это не так практично, как масляная краска на акварельной бумаге. Дело в том, что после высыхания масляная краска на акварельной бумаге держится просто десятилетиями и никогда в жизни не осыпется, и ее очень легко, точнее, рисунки с этой масляной краской очень легко транспортировать, сворачивать в трубочку и все такое. Поэтому я использую только масляные краски, я рисую в технике сухой кисти, ну или маслом на холсте. Ну, масло на холсте это совсем другая история, а сегодня мы с вами говорим о технике рисования сухая кисть. И еще хочу закинуть пару копеек в копилку в пользу сухой кисти. Это то, что у сухой кисти огромная производительность по сравнению с рисованием карандашами. Потому что мы имеем кисточки разных размеров. И посмотрите, как быстро происходит тушевание. Друзья, для тех, кто совсем еще не знаком с техникой сухой кисти и кто первый раз вообще зашел на мой канал, в описании я оставлю пару видео о том, как пользоваться кисточками, как загружать кисточки и вообще, чтобы у вас появилось какое-то понимание об этой технике. А сейчас, собственно, весь процесс раскрашивания, который тоже состоит из нескольких частей. Первая часть – это когда я задаю тон общей картине. То есть я пока еще не вдаюсь ни в детализацию, ни в какие-то там мелкие прорисовки. Вот сейчас я задаю тон. Иду от темного к светлому. Какое-то время, ну буквально пару часов, наверное, масляная краска, растертая на поверхности акварельной бумаги, еще достаточно легко стирается ластиком. Поэтому я сейчас смело тушую все, что мне надо, задаю тон, и потом в процессе прорисовки я уже буду пользоваться ластиком, рисовать светлые линии и не испытывать никаких проблем.
Здесь у меня уже началась небольшая прорисовочка. Прорисовка, скажем так, тоже можно разделить ее на несколько этапов. Это от каких-то грубых моментов и идем к более каким-то мелким уточнениям. В данном случае, работая эластиком, для себя я как бы задаю такое понимание, что я рисую им. То есть я создал себе темный фон и беру какой-то инструмент, который рисует белым цветом. В данном случае это ластик. И этим ластиком уже занимаюсь прорисовкой. Вот смотрите, какой эффект он придает. То есть получается, изначально мне даже нужна была какая-то грубая растушевка, чтобы потом на ней я мог рисовать белым цветом. Тонкие линии или потолще, в зависимости от угла, который примет ластик, когда вы касаетесь бумаги. Теперь прорисовываем сам зрачок. Посмотрите, какой-то интересный процесс. Нам нужно передать всю его, не совсем, конечно, гиперреалистично. Дело в том, что у меня такой задачи даже не стояло. Я вообще считаю, что этот глаз я нарисовал на скорую руку. Вот. Если нужно нарисовать гиперреалистичный глаз, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Вот. Я подумаю, что можно сделать для вас и как это интереснее для вас снять. Вот. Сейчас, собственно, я использую масляную краску в самом ее жидком виде, каким только можно представить, наверное. То есть я беру масляную краску, беру масло еще дополнительно, смачиваю кисточку, и таким образом кисточка начинает рисовать вот такие вот тонкие линии. В дальнейшем нам это еще пригодится для рисования ресниц. По мере того, как у нас детализация становится все чаще, я не забываю про общую тональность зрачка и беру более такую крупную кисточку и задаю еще какие-то растушевки дополнительно. Также я здесь, видите, прошелся немножко с фактурой вокруг самого глаза, то есть зону около него. Вот. Где-то я и пальцем подтираю, где-то и кисточкой работаю. В общем, используйте все свои возможности. Пробуйте, экспериментируйте на чем-то легком, рисуйте вот такие вот отдельные моменты. Может быть, я не знаю, даже можно взять и нарисовать там каплю воды, например, или какой-нибудь шарик, который отбрасывает тень. Посмотрите, поищите в интернете фотографии, берите и рисуйте. Может быть, не стоит сразу начинать с портретов, может быть, можно начать с чего-то более простого. Вот и начался процесс рисования ресничек. Делаю я это, опять же, краской, смоченной маслом, то есть в более жидком виде. Друзья, я уверен, что не стоит даже, наверное, снимать какое-то отдельное видео, как это делается, потому что это все можно просто попробовать, и вы сами сразу же все поймете. Буквально 5 минут для этого достаточно. А вот про реснички я расскажу. Сначала, видите, я сделал их с большим интервалом. Я задал направление основное, чтобы мне не путаться, да. И потом между ними начал рисовать недостающие реснички. И третьим этапом, так как у меня глаз такой достаточно большой, я их еще усилил к низу. То есть прошелся более жирно, скажем так. У меня каждый волосок у основания более толстый, а к концу он сужается и становится тоненьким. Здесь, наверное, стоит сказать, что надо такие вот волоски рисовать вот от основания и к завершению. И в конце мы убираем кисточку от поверхности бумаги, и получается такой вот заостренный кончик. Иногда, друзья, это сделать неудобно. И если вам хочется сделать так, чтобы это было, наоборот, движение было использовано, вы пробуйте. Иногда это получается, только делайте это осторожнее. Но просто иногда этого не избежать. Вам придется так делать. Вот, по-моему, где-то здесь у меня тоже такой момент будет, я уже сейчас не помню. Вот, это неизбежно. Пробуйте, делайте ошибки, они вас только тренируют и прокачивают. Поэтому не стесняйтесь, смелее.
в бликах в глазу, видите, тоже есть отражение ресничек. Мы их тоже прорисовываем. И картинка становится еще более реалистичной. Но поверьте, можно сделать еще реалистичнее. Но не знаю, а кому как, есть ли в этом смысл или нет. Лично я очень люблю, когда все гиперреалистично. И, наверное, даже это была бы моя цель, если бы у меня было столько свободного времени. Здесь, наверное, художники-академисты сейчас сильно, наверное, негодуют по поводу высказывания этих моих слов. Но тут, ребята, понимаете, каждому свое. Если вам нравится самовыражаться, то вы должны меня понять. Я самовыражаюсь так. Мне нравится рисовать так. И, честно говоря, еще рынок задает свои правила. Я, наверное, и не вспомню. Наверное, такого и не было просто в помине, чтобы меня какой-то клиент просил написать портрет так, как я вижу, и попросил бы посильнее самовыражаться и все такое. Нет, наоборот, все просят, чтобы было максимально похоже, чтобы было максимально реалистично, максимально четко. И, кстати, часто у меня мои коллеги заказывали портреты без подписи. Не знаю зачем. Можете написать свои мысли об этом в комментариях. И последний штрих. Посмотрите, что я делаю. Я беру масляную краску, белила и делаю маленькие проблески. То есть обыкновенные блики. Практически все, наша работа завершена. Осталось дело за малым. Поставить свой автограф. Ну и я обычно ставлю дату в конце, чтобы потом видеть, когда я делал эту работу. Иногда даже не замечаешь, как быстро летит время, смотришь, а какой-нибудь портрет Анджелины Джоли был написан еще в 2016 году. И да, кстати, друзья, если вас интересует какой-нибудь портрет из тех, что у меня есть в наличии, портреты известных людей, да, то вы можете написать мне и приобрести любой из них. Или также сможете заказать портрет, абсолютно любой, какой хотите. Только, пожалуйста, не пишите ваши обращения в комментариях, потому что я их не успеваю сразу прочитать. А вот если вы напишите мне на электронную почту или на любой из контактов, указанных в описании к этому видео, то я, скорее всего, отреагирую быстро. Всего вам доброго, спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующих сериях.